Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Инспирационе. Знаки судьбы. Как изменится ваша жизнь? Что удивит? На пороге каких событий вы стоите? И у каждого из нас, мы говорим, разная судьба. У каждого из нас свое сердцебиение, свой ритм, свой волшебный танец души. Иногда нам достаточно заблудиться, чтобы найти свой путь. Позвольте себе удивляться, руководствоваться ветром и доверять подсказкам собственной души. Давайте посмотрим, что нам расскажут карты Таро. Карты Таро – это таинственный мир символов и чисел, которые нам хотят сказать что-то очень важное. Итак, давайте узнаем. И у нас сегодня 3 колоды. Первая – это колода Таро ангелов-хранителей, а вторая колода – это поддержки патронажа ангелов, как советы. Спроси у совет у ангелов. Мы достанем в самом конце карту как совет. И третья колода – это оракул Сибилы, цыганский оракул. Он, если нам это будет необходимо, может нам помочь дополнить именно говоря о событиях, с чем это было связано, раскрыть какую-то историю. Поэтому давайте мы с вами начнем и прислушаемся к подсказкам собственной души. И первое, с чего мы начинаем, кто же вы? Чтобы вы могли определиться, ведь любой расклад о личной истории каждого из нас не расскажет, все же это общий. Но это есть возможность какой-то вопрос или тему, проблему, которая вас сейчас больше всего волнует, увидеть в альтернативном варианте. Или подумать, какую подсказку дают карты, может быть, ведь мудрость веков в них сопряжена. Ну, тем не менее, для кого-то может и не проиграться, для кого-то может быть и не актуально. Поэтому вы по первому раскладу, то есть по первым выложенным картам, можете определиться, насколько вам подходит этот расклад. Итак, кто же вы? Какая там история? А вы надежный человек. И вот не важно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, король Земли, конечно, для мужчин это вы сами. Но именно в этой карте это добрый человек, это тот, который сам уже состоялся, тот, кто обладает ресурсами, и тот, кто готов делиться, дарить любовь. Но это не игра в одни ворота, это тот, который готов получать что-то взамен. То есть равноправный какой-то обмен. Мои дорогие девочки, для вас вы перекладываете на себя, скорее всего, раз вы смотрите это видео, тут будет 2 или 2 темы. Первый вопрос – это и вы, возможно, сейчас вынуждены быть словно как мужчина и думать и о дне сегодняшнем, и о дне завтрашнем, продумывать вопросы творчества, откуда ко мне, каким образом будут поступать деньги, может быть, одновременно и по недвижимости вопросы решать, но быть одной во всех ипостасях, и в мужских, и в женских. Но я допускаю, что есть еще и какая-то история, личная история тех взаимоотношений, которые, скорее всего, может быть, начинались или продолжались. Возможно, это даже вы были семьей, у кого-то и так проиграется. Какая-то длительная история взаимоотношений, которая вам сейчас по какой-то причине не дает покоя. Это одна карта, давайте достанем поясняющую. Тут действительно история любви, которая имела прекрасное начало, по крайней мере. Или есть какое-то вдохновение. Может быть, кто-то меня смотрит, потому что хочет реализовать свой проект, кстати. И тогда, как по рыцарю кубков, это, безусловно, наше вдохновение, наше желание что-то продолжать. У кого-то и в отношениях есть желание что-то продолжать. Причем по разным причинам. Вы, по крайней мере, видите для себя продолжение каких-то отношений или вам на данный период это наиболее предпочтительнее. По разным тут, опять же, причинам. Но, может быть, рассмотрите расклад, не все идет так гладко, или не все как бы складывается в такой красивый узор, как это было изначально предусмотрено. И карта нам отчасти говорит: ты подожди, не торопись, не беги, тут впереди паровоза. И если даже, к примеру, какие-то отношения завершились, или
наступила, может быть, и пауза, период ожидания, или наоборот, какая-то конфронтация. Да, вот самая разная тема могла тут быть во взаимодействии, но ведь обе эти карты говорят о добрых энергиях. По крайней мере, не торопись чем-то окончательно рвать или что-то быстро заканчивать. Более того, эта карта говорит: вдохновись моментом. У тебя сейчас добрые энергии пытаются войти в твою жизнь. Да, ты можешь этого где-то не замечать, но, может быть, и какая-то прежняя история вам не дает покоя, потому что обещания были нарушены. Тогда не драматизируй слишком. Вот так тоже дает карта совет. Давайте мы достанем следующую карту. Кто вы? Ну, может быть, тут и по работе, кстати, десятка жезлов – это всегда многозадачность, это, кстати, усталость. У кого-то проиграется период прежний. Вам были даны обещания, может быть, это обещание по работе, может быть, обещание по личной жизни. И ничего из этого не было доведено до толка, до ума, до какого-то логического итога. В итоге это вы уже устали от того, что какая-то многозадачность повторяется, и путаница вместе с ней повторяется точно так же. Вот эта усталость, стресс и какой-то дисбаланс вы сейчас испытываете, и судя по этому и смотрите видео. Может быть, нужно взять паузу и хорошенько отдохнуть, привести мысли в порядок. А карта еще нам говорит, вот обратите внимание, девушка себя оставила на потом. Вот этот предмет, который подсвечен волшебным светом, это как ее мечта, это ее желание. Или то, о чем мы мечтали прежде. А потом мы включились в какой-то ритм, или нас включили, если мы говорим про отношения. И неважно, опять же, работа или личная жизнь. И мы где-то потеряли что-то очень важное для нас самих. Мы упустили. Мы включились в какую-то многозадачность, которая была интересна кому-то. И в итоге мы все равно приходим к тому итогу, нам нужно что-то менять. Вот так оно не может продолжаться. Наступать на горло собственной песни, своим желанием или быть кому-то удобным. Ну, точно так не может быть. Поэтому для начала пауза. И я могу сказать, и на самом деле, если для кого-то это проигрывается недопонимание, пауза, не драматизируйте. Вам словно высшие силы дают сейчас такой период. Это вы должны для самого себя или самой себя правильные какие-то приоритеты расставить. Может быть, на самом деле, проанализировать что-то, словно пройти еще раз той дорогой, которую начинали прежде. Может быть, такое, я могу такое допустить. И что-то подобное может проигрываться, знаете, если мы берем где-то год 2018, вспомните. Может быть, это у вас как какая-то прелюдия уже к чему все идет, да? Может быть, эта история даже где-то имела начало как спусковой крючок, если можно так сказать, в 2014 даже году, когда пусть вот эти события, они с 2014 года и 2018, они не будут взаимосвязаны между собой. Но в 2014 это, как знаете, как отправная точка нового маршрута. В вашей жизни могло произойти какое-то событие, причем в одной из сфер жизни, но это повлекло перемены во многих сферах жизни в последующем. Но уже 18-й год, тут правда какая-то идет перезагрузка. Перезагрузка в отношении вот вашей именно мечты. И казалось, что вот эта мечта так близко, но за прошедший период, видимо, случилось так, как случилось, и вы соскользнули с того своего намерения. И вас сейчас где-то жизнь может оборачивать назад, чтобы вы вспомнили, что же для вас было когда-то в приоритете. Иными словами, эта пауза, знаете, как переосмысление. Это не просто глубокая философия на том месте, где вообще думать об этом даже и не нужно, и время тратить. Нет, тут есть какая-то составляющая, которая как центр вашей сборки, и вам нужно немножко вспомнить о себе, том, которым вы были прежде.
Не с позиции событий, кто как поступил по отношению к вам и так далее, да. Это где-то история могла тянуться до 18 года. Но вот именно момент, почему я связываю? Потому что я предполагаю, что где-то вот уранические энергии могут для вас проиграться. Не случайно же что-то вас приводит вот к этой усталости. Давайте пойдем дальше. Тут нужно с чем-то для себя очень важным разобраться. Кто вы? Тут действительно восстановить баланс. Может быть и вопрос какого-то компромисса. С другой стороны, эта карта говорит о том, что вам именно нужно привести, может быть, эмоциональный баланс, физически восстановить силы и изменить свои настройки в зависимости от того, с чем или что вы для себя планировали какой-то период раньше. Подвести своеобразные итоги вам сейчас карта рекомендует по тем намерениям и целям, которые вы ставили прежде. И вот теперь как будто нужно быть честным с самим собой и милосердным одновременно. Понять, вот к чему я шел или шла, и к чему пришли в конечном итоге. Это сделать совершенно необходимо, как вывод, кто вы. Может быть, это касается вашей семьи, места вашего пребывания, людей близких или какой-то истории любви, которая тоже, правда, развивалась, но были какие-то моменты, когда, не все так однозначно. Может быть, это вы, как любящий человек, много участия проявляли, да? Есть все-таки взаимосвязь между десяткой жезлов и десяткой воды, как будто по максимуму выложились в каких-то отношениях, а взамен только усталость. И забыли сами о себе или о своей мечте. И вы знаете, я не могу сказать, что на данный период вам что-то о прошлом не напоминает. Скорее всего, вы можете, кто смотрит расклад, сейчас на данный период приходить как раз к тому выводу, что я словно вернулся или вернулась. Вот как раз к тому периоду, с которого начинал или начинала лет 7 тому назад. Но может быть и 9, я такое тоже допускаю. Может быть и больше. Кто вы сейчас? Жизненные уроки мы проходим по аркану Иерофант, мы учимся жизни, мы для себя какие-то собственные приоритеты отстраиваем через личный опыт. Вот есть, говорят, люди, которые умеют учиться на чужом опыте, но, наверное, для вас что-то, то, что строилось и вам казалось на какой-то период настолько прочным фундаментом, сейчас претерпевает изменения. И причем эти изменения – это перемены вас самих. Вы сдаете жизненный экзамен. Поверьте, если есть о чем-то сожаление, вы сейчас еще где-то себя корите, что на что-то согласились или поддались эмоциям каким-то приятным, участвовали в отношениях, потеряли, может быть, даже годы. Поверьте, у вас сейчас возрождение. И на что вы можете опереться? Это две составляющие. Первое, вот как этот маленький предмет, это ваша мечта, и вы сами. А второе, это вот эта гора немытой посуды, вот этот опыт, который для вас создал правильную палитру действий на будущий период, когда вы точно знаете, чему не нужно уделять внимание или как важно не замечтаться. По этой карте у вас на кону, когда вот-вот начнут происходить более конкретные какие-то события в вашей жизни, которые, скорее всего, будут связаны, может быть, с оформлением важных документов, может быть, с оформлением отношений, и здесь у каждого по-своему. Может быть, это уже что-то было вам предложено по части отношений вашим партнерам, и здесь по-разному, у кого-то со знаком плюс, давай жить вместе, и вы тоже где-то сомневаетесь, потому что, был какой-то период, скорее всего, разочарований, или то, что вам, не нравилось, оно не совсем стыкуется с тем, о чем вы мечтали или от чего вы хотели, и неоднозначно. А у кого-то вообще со знаком минус, то есть какая-то история может тоже подходить к концу. Мы делаем выводы, подводим итоги, и мы должны идти вперед. Часто по этой карте, с учетом где-то и десятки кубков, здесь у вас может проходить вопросы, которые связаны с недвижимостью, местом вашего пребывания или
Может быть, вы себе поставили задачу переехать куда-то далеко, но здесь что-то происходит, что вас словно стабилизирует или останавливает в одном месте. Есть и вопросы по части финансов, которым вы тоже необходимо уделять внимание. Да, карта говорит, что стабилизируется у тебя вот какая-то финансовая ситуация. Но вот этот пройденный какой-то опыт тебя сделал сильнее. Тебе сейчас нужно быть очень внимательному к тому, откуда приходят деньги, как ты их расходуешь и, самое главное, кому ты помогаешь. Мир ответственности, конечно, проходит по иерофанту, но вы учитесь жизни. Может быть, проходя какой-то опыт проб и ошибок, расставить правильные приоритеты. Об этом нам говорит карта. Давайте теперь, исходя из этого, что нам рассказали карты, знаки судьбы, на пороге каких событий вы стоите. И мы тоже достанем на колоде ангелов 6 карт. Позволим себе рассмотреть и по вертикали, в том числе, эту колоду. На пороге каких событий вы стоите. Такая прекрасная карта, король земли, да, уверенность или уверенность в сегодняшнем, в завтрашнем дне, решение материальных каких-то вопросов. И выпадает карта эго, 15-й аркан. В классических колодах мы знаем это как аркан дьявола, да, или какая-то зависимость. Может быть, это у вас зависимость от конкретного человека. И тут по-разному. У кого-то зависимость по части личной жизни. Нерешенные вопросы, может быть, и нерешенные вопросы по документам. Или непонятно, куда идут отношения. Есть то, что еще держит. Это сила привычки, безусловно. По 15-му аркану эго – это наше сознание, это какой-то шаблон. Или воспоминания, мои дорогие, они тоже будут держать. Ну почему так все произошло? Ведь было все так хорошо. Или все складывалось поначалу, может быть, по части работы, финансов. Тоже как-то все правильно. Но старший аркан говорит, что нет, тут тебе вообще нельзя быть где-то в зависимой ситуации. Твоя задача, с одной стороны, сейчас не делать чего-то чересчур и выйти из каких-то, может быть, двойственных отношений, качелеобразных отношений. Не ждать того, кто не придет. У кого-то ведь и так может проиграться как воспоминание. Меня смотрят люди из разных стран. И, может быть, прежняя история любви, которая прервалась из-за силы непреодолимых событий, в которых вы оказались. Здесь тоже, но все же это уже завершилось. Нам нужно идти вперед. Она словно в застенках еще держит 15-й аркан. И ангел, кстати, открывает эту клетку. У вас сейчас возможность окончательно, как и избавиться от собственных иллюзий, не ждать того, кто, как я говорила, либо не придет, либо не проявится, так тоже может быть. Вам будет сейчас важно какую-то игру не продолжать, мои дорогие, как знак судьбы. Иначе какая-то игра, она не просто вас затягивает в омут, но она еще и может перейти в опасность. Неожиданно. То, что нас держит в застенках, карта предлагает рассмотреть, что это не есть однозначно правильное. И то, что нам сегодня кажется стабильностью, или стабильным, в любой момент может измениться на 180 градусов. Здесь свобода, мои дорогие. Вот что самое главное. Об этом как знак судьбы. Вам хочет сказать 15-й аркан эго. Хорошо. На пороге каких событий вы стоите? Вам тут нужно что-то кардинально передумать. Потому что открываются новые возможности. И жезлы, то у жезлов, это приток жизненной активности, силы. По этой карте вы узнаете какую-то информацию. Скорее всего, это будет внезапно. Это, кстати, может быть повторение какой-то прежней истории. Я такое могу предположить с учетом того, что 15-й аркан, если мы спрашивали на пороге каких событий вы стоите, какая-то история пытается, как дежавю, еще раз повториться в вашей жизни. И у кого-то это дежавю, как знаки судьбы, это прежний человек, с которыми, может быть, был разрыв, была пауза, или ситуация какая-то по работе. Она сейчас о себе напоминает в той или иной мере. Может быть, это то, что вас держит за стенках, заперти, о себе пытается напомнить
или действительно есть еще какие-то точки взаимодействия, или продолжаете вы еще работать. Пусть вы внутренне уже определились, да, словно я уже из этой клетки вылетаю, но, видимо, есть какая-то еще информация, которую вам нужно принять во внимание. Это, по крайней мере, ну, если будем откровенными, это событие по части личной жизни или по части того, что вам нравилось, и словно что-то с новой силой через информацию вас приглашает к новым действиям, пытается еще раз какой-то либо фурор на вас произвести, либо произвести какую-то перезагрузку, но это может быть и пауза, как я уже сказала, и значит все равно наметить вот выход из какой-то замкнутой ситуации, из отношений, которые вас удерживали, или, может быть, даже по работе, какой-то зависимой ситуации, когда не хватало духу рассмотреть вообще другие варианты по работе или попытаться искать что-то другое, не в той именно сфере деятельности, к которой вы привыкли, ведь сила привычки, да, мы с вами сказали, а что-то совершенно альтернативное. Попробовать что-то, может быть, даже с нуля, мои дорогие. И есть в этом тоже подсказка. Как будто всегда туз жезлов – это начало. И туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И карты вам предлагают как знаки судьбы или порог событий, мы говорим, да, между зависимой ситуацией и свободой, началом чего-то нового. На пороге каких событий, как знаки судьбы, вы стоите? Партнерские отношения. И значит, я все-таки вижу партнерские отношения, даже если что-то продолжается, оно не должно вот идти вот в таком режиме, как по десятке жезлов. Не должно быть с вашей стороны какие-то действия, ваша, может быть, и работа, ваша активность, когда вы вкладываете энергию, силы, ресурсы в какой-то вопрос, а это все напоминает игру в одни ворота. С противоположной стороны нет никакого отклика. По двойке воды это у нас карта партнерских отношений и надежных отношений. И всегда эта карта, она говорит, есть возможность договориться. Поэтому я тут вижу так. Правда, будет какой-то дежавю, у кого-то в отношениях, у кого-то нерешенные вопросы, может быть, по части семьи, вашей пары, или зависимая ситуация, которую не вычеркнешь одним росчерком пера, а придется по некоторым темам договариваться и пунктам. Но вам все карты говорят, как знаки судьбы или порог событий, да, это действительно должен быть какой-то переход, как переформатирование своей реальности. И все-таки что-то вам придется сохранять, по крайней мере, в ближайший период времени. Мы ведь не смотрим на долгий период времени. Наша жизнь сейчас полна неожиданностей, да и темп, прямо скажем, летит куда-то время, да. Может быть, мы потом с вами повторим подобный расклад, но как минимум, может быть, месяц, может быть, и больше. У кого-то и меньше, мы все разные. Какое-то взаимодействие, оно все-таки будет продолжено. Но за это время, не случайно вот эти все мысли, какой-то анализ, это вы себя должны перестроить в новое русло и перестроить взаимодействие с уже имеющимися партнерами, будь то по браку, будь то по личной жизни, или ключевыми персонами, от которых вы тоже какую-то зависимость имеете, может быть, и по части финансов. Знаки судьбы, на пороге каких событий вы стоите. Для кого-то из вас это могут быть вопросы, когда вы надумаете переезд. Может быть, и вы прежде думали об этом переезде. Поверьте, здесь вы будете рассматривать еще какой-то вариант. Хотя я могу и такое допустить. Вы собирались куда-то переезжать, а здесь вы можете даже от этого отказаться. По этой карте вы, скорее всего, ведь это завершающая карта и итог, причем это мир, покой, это более добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь, но более того, старший аркан на вас будут или на вашу историю, будь то, может быть, и по работе, может, и в личной жизни, оказывать влияние события извне, может быть, события в мире, может, и законы будут меняться, или в зависимости от этих законов или каких-то нововведений, новых ситуаций, будет меняться партнер. Партнер по браку, партнер по взаимоотношениям, партнер
по бизнесу, да, вот есть какие-то детали, которые будут оказывать влияние на человека, а человек своими решениями будет оказывать влияние на вас. И все это вместе нужно сложить в какой-то узор и подвести итог. Все-таки итог мы подводим. Но не на эмоциональном надрыве, или когда мы себя словно ломаем, когда мы пытаемся что-то переломить, да, как ситуацию. Вот эта ломка, она очень тяжело проходит в глубине нашей души. Поэтому будьте милосердны к самим себе. Вверху карта баланса, правда. Вот этот баланс во взаимоотношениях, в возможностях договориться. Или словно на одну чашу весов, да, ведь всегда, пусть нам баланс, это как аркан умеренности, но если мы просто прописано эквилибрио, да, мы будем говорить, но имеется в виду это как сколько убыло, столько и прибыло, равноценный какой-то обмен и беспристрастное отношение к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Эмоциональный, вот как держать осанку при любых поворотах вам придется, мои дорогие. И, может быть, все-таки с кем-то договариваться, потому что на данный период, по крайней мере, ближайшее будущее, ну, нет тут какого-то разрыва. И даже если вы приходите к этому итогу, то возможность помириться, найти утраченное взаимопонимание. Вот правда, я так это вижу. Будь то это вопросы по работе. И неважно, мы, может быть, не будем это продолжать. Вот тот вопрос, который вас интересует. Потому что все равно какая-то перезагрузка. Или все равно какие-то выводы вы будете делать. Но это будет в каких-то более мягких энергиях. Может быть, и придется проходить тот Его Величество опыт, когда мы не разрушаем что-то, а вынуждены объединять. Вынуждены сопоставить для себя, казалось бы, совершенно разные части нашей жизни или отношений, именно потому, что так стабильней, но при этом ни разу не замечтаться. Какие-то зависимые ситуации у вас должны быть закончены. Я могу предположить, словно и барьеры какие-то рушатся. Или вы их рушите сами. На пороге каких событий вы стоите? Ну, наверное, как по четверке воды, разочарования какие-то должны закончиться или пауза какая-то должна у вас закончиться, мои дорогие. И мы новое направление избираем. А тут самое главное увидеть какие-то новые возможности. Да, для этого нужно как развернуться назад. Или, если мы говорим, судьба идет по нашим следам, по нашим шагам. Она не бежит впереди. Это не есть какие-то красные флаги, которые нам обозначают. Красные флаги ставят люди. Нет, здесь есть какой-то прошлый опыт, который для вас имеет значение. Но его нужно анализировать как ситуацию. И ни разу не про эмоции. На пороге каких событий вы стоите? Две карты, которые, вот, кстати, выпадают, одна другую дополняет, как и карта Иерофант, так и карта Юстиция, справедливость. Здесь, правда, по справедливости будет разрешено. И если вы раньше пребывали в таких мыслях, как-то несправедливо по отношению к вам поступили, поверьте, здесь Вселенная разбирается со всеми нами. И поэтому аркану, если мы сделали что-то хорошо, то пусть руками когда-то прежде, пусть руками даже как через помощь других людей к нам эта помощь приходит. Но если мы где-то наследили, что-то мы не сделали не очень красиво, будьте готовы, нам говорит эта карта, какие-то вопросы решать, в одиночку решать, расставлять все по местам. Может быть, вам и придется какие-то документы. Вот я говорила, у кого-то затянувшиеся вопросы по части, может быть, недвижимости, отношений. Но вот теперь это все подходит к концу. Вы можете расставить точки над «и». И как и заключить какие-то соглашения, может быть, контракты, прописать что-то на бумаге. У кого-то это будет, может быть, касаться и банковских документов. Иногда Иерофант все-таки это материализм нашего мира, возвышенное где-то и земное. Иерофант умеет объединять. Вот и вам где-то придется объединять, но если мы говорим о земном и конкретно о банках, о каком-то материализме, не должно быть и зависимой ситуации, но, видимо, надо с чем-то разобраться и как-то прописать очень правильно в документах. Иначе есть еще и такой риск. Если тебе что-то обещают на словах, например, да, а на бумаге это прописано криво, то помни,
Закон будет отталкиваться от того, что прописано на бумаге. И значит, для вас это подсказка, мои дорогие. Оформляйте все документально. И любой документ перепроверяйте. Здесь как высшие силы включаются в вашу судьбу. Посмотрите, два старших аркана. С одной стороны эго, с другой стороны правосудие. Одно, что мы хотели, и вот что мы получили по 21-му старшему аркану, итог. И вот здесь теперь время баланса, время подводить итоги. Будьте беспристрастны, мои дорогие. Мне очень хочется добавить вот тут значение этих карт. Давайте мы посмотрим на оракуле. Что же за история, которая может продолжаться вот именно в тех энергиях, которые нам передали карты? На пороге каких событий вы стоите? Ну, давайте сначала спросим, что же было прежде, что привело вот к тому жизненному этапу, который у вас сейчас происходит, к тому периоду, где вы сейчас находитесь. Что было в вашей жизни? Вы, конечно, знаете, но мне бы хотелось прояснить. Может быть, вы и видите что-то, ну где-то обособленно или очень односторонне. Карта лживость, правда, был какой-то обман. Был тот человек, который много обещал, но из-за этих обещаний было все красиво, закончилось все пустыми надеждами и ожиданиями. И вот нам показана девушка, мало того, что и глаза завязаны, так она еще цепью, условно, через вот эту повязку прикована к какой-то рамке. Ну, вообще, не рыпнешься. И не видишь, и не знаешь. У кого-то может, кстати, проиграться отношения на расстоянии. Будьте внимательны. Здесь вам могут напеть таких сказок. Помните, что есть камеры. Это те персоны, они бывают как и женского, так и мужского пола, которые обещают или начинают ни с того ни с сего о какой-то любви говорить. Но там один сценарий. Это вас пытаются втянуть сначала в эти отношения, а потом начинают рассказывать. Это вот вторая часть балета марлезонского. Вам начинают говорить о какой-то патовой ситуации, что срочно необходимы денег, не то тетушка умирает, не то сам помираю, ухи прошу, то еще какая-то, вот, понимаете, небылица. Главное из человека вытянуть деньги. Я уже, конечно, утрирую, где-то смеюсь, но это мне так, знаете, очевидно, что, ну, совершенно неправдоподобно. А ведь в реальности очень многие на это покупаются. И как и мужчины, так и женщины. И у кого-то вы ждете того, кто и не собирался откликаться, мои дорогие. И мы пришли к тому итогу, к которому пришли. Так, что же еще за ситуация вас привела в сегодняшний день? Ну точно, посмотрите. Тут что-то стоит на паузе, и все никак не может закончиться. И очень хочется что-то завершить. Словно, я надеюсь, все правильно понимают, потому что этот аркан, он не перерисовывался, и значения не менялись. Имеется в виду вот эта тюрьма, как аркан башни, она что-то удерживала долгий период времени. Мы сами где-то себе словно закрыли глаза, поверили в какие-то небылицы и сами согласились на бесплодное ожидание. Нам какой-то человек казался буквально как дворянин, благородный человек. Может быть, говорил человек какие-то очень умные мысли, но теперь мы сами в этих мыслях оказались, потому что мы словно как в роли служанки. Но это условно говоря, что с нашей стороны, да, вот это гора немытой посуды, мы какую-то работу проделали, или мы продолжали отношения, вы во что-то вкладывались, а в итоге мы понимаем, это кто-то нами руководит, или мы зависим от проплаченных сумм, может быть, у кого-то по работе, но явно недооцененность ваша и то, что было обещано, это не было исполнено. И вот словно куда теперь дальше? Хорошо. К чему все идет? Давайте узнаем. Что же по этой лживости, как это будет развиваться, знаки судьбы? Вот смотрите, эта лживость или обман медленно перерастет вот в такого павлина, который человек может закрыться на какой-то период времени от общения, или будет вам демонстрировать свою отстраненность, свою, к примеру, какую-то сумасшедшую занятость, то, что вот я сейчас не могу. Вот, знаете, бывает такое, что потом, да, потом, я сейчас занят или занята, а вот потом, когда у меня там будет свободное время, вот мы с тобой переговорим, и вот это потом, оно завтра, сегодня, точнее, на завтра, завтра на послезавтра.
И, по сути дела, это никогда. Это какая-то, может быть, и напыщенная персона, которая себе искусственно придает много значимости, а на самом деле все выглядит гораздо проще. А вы этого не видите, вы этого не знаете. Возможно, вы уже где-то это предполагаете, рассмотрите наш расклад. Хорошо. Что же это, вот к чему это все приходит, к чему все идет? Ну, вот смотрите, легкомыслие. Вы теперь можете анализировать, что, ну да, как-то я либо доверился, либо доверилась, но этого не следовало делать, потому что что-то я не просчитал. Вот именно на доверие что-то строилось, не на просчете. Мои дорогие, кто смотрит наш расклад, вы, скорее всего, искренние люди, и вы уверены, что в отношении вас народ проявляет, точнее, точно такую же искренность, а на самом деле вы не учли, что есть люди, которые буквально вас, может быть, желают в некоторую зависимую ситуацию сначала поместить, а потом использовать. Может быть, жестко звучит, но тут с учетом даже этих карт, я еще в предыдущие по арканам оракула пыталась понять, что это такое. Как-то у меня были, если честно, на начало расклада немножко другие энергии, или моя настроенность. И тогда, если можно так выразиться, она была несколько иная, но вот раскрывают карты то, к чему я где-то не готова. Ну, давайте пойдем по ситуации. Хорошо, что же тут за тюрьма такая, что за застенки? Ну, правда, какая-то услуга. Вы кому-то оказывали услугу. Или кто-то из вас сейчас оказался вот в этой патовой ситуации. Потому что именно через услугу, через подписание какого-то документа, через подписание контракта, и вы уже себя чувствуете словно скованным, в кандалах, в каких-то застенках, словно у меня есть как две стены, и я могу ходить от одной к другой. И другого варианта вырваться из какой-то западни я не вижу. Давайте немножко проясним, хорошо, к чему все идет, вот этот дворянин. Ну, тут ученый, тут какой-то человек, кстати, который может быть достаточно почтенного возраста и вроде бы жизненный опыт, кому вы могли довериться, могли быть и обещания. Может быть, это и была организация, которая серьезная, да, которая не... Или отношения вот так, кстати, начинались, когда, ну, вроде бы можно доверять, вроде бы есть и опыт, или человек вам что-то о себе рассказывал. Возможно, это были какие-то такие тонкие нити, грани вашего взаимодействия с конкретным человеком, когда вам казалось, вы на одной волне, вы друг друга понимаете, но здесь как ученый, он все равно где-то в своих мирах. Неоднозначно, я не вижу, что вы можете делать пока какой-то однозначный вывод. Ну, давайте, что же тут по поводу мыслей? Вот, кстати, по поводу мыслей тут могли быть мысли самые радужные по созданию семьи у кого-то или по нормализации отношений. У кого-то, пусть это по работе, какой-то союз. И поскольку нам прописана жена, то есть это как какой-то компаньон, очень ближайший человек, который в нашем окружении, да, и если мы переложим это на организацию, у вас могли быть теснейшие отношения с руководителем или с какими-то коллегами. Вас могли, вот кто смотрит расклад, ну буквально, либо поставить в какую-то очень неловкую ситуацию, или тот, на кого вы рассчитывали, вас буквально подставил. Что же по служанке? И это было, скорее всего, из-за денег. Либо тут из-за денег есть какая-то зависимая, я уже говорила, ситуация, да? Или это манипуляции со стороны человека. Но вот и на данный период времени я не вижу, что тут что-то завершается. Деньги как будто на кону. Не вся еще, как, знаете, история проиграна до конца. Или если жизнь наша напоминает игру в покер, то вот этот покер, он еще не закончился, вот эта партия еще продолжается. И, кстати, эта игра может перейти в игру в шахматы, но есть то, что принадлежит вам, и вы это ни в коем случае не должны потерять. Вот я, по крайней мере, вижу так. Хорошо, давайте мы продолжим сначала на аркане, на арканах этого оракула. А потом, если необходимо, дополним еще и картами Таро. И наш следующий вопрос теперь. Что же произойдет неожиданно в ближайшее время? С чем это будет связано?
что это для вас будет неожиданно. Вот смотрите, какая-то комната. Вы можете оказаться в какой-то местности. Может быть, это будет связано с тем, что вы будете встречаться с конкретным человеком. Или вы поедете в организацию. Может быть, как кабинет, да, какие-то чиновники. Или вообще какая-то обстановка, которая не ваша, не вашего дома, не ваша привычная обстановка, в которой вы будете о чем-то говорить. У вас будет, правда, какой-то диалог, какое-то взаимодействие с тем человеком. А вот с каким тут человеком будет интересно? Давайте. Ага. Болезнь. Тут какая-то больная ситуация будет пытаться, даже не с вашей стороны, я вижу, что тут это в ваш адрес. Какой-то человек либо будет пытаться в реку второй раз зайти, да, и выйти сухим, либо будет о себе рассказывать какие-то рассказы, то, что он болен, или, ну, какая-то новая версия, я бы сказала, потому что все же первые две карты, первая лживость, второй павлин, ну, чего тут ожидать? Но тут просто более свежая версия, может быть, конкретно о болезни, я сейчас не могу, я болен, я занят, или я в зависимой ситуации. Приготовьтесь, что-то такое вы можете услышать. Может быть, это даже вас куда-то могут пригласить, я такое допускаю, и продумывать по поводу того, чтобы, ну, где-то вы оказывали дальнейшую услугу. Вам что-то могут предлагать. Будьте к этому готовы. И это будет неожиданно. Ну, предупрежден, вооружен, значит, уже не неожиданно. Что же произойдет неожиданно в ближайшее время? И вы будете снова чего-то ждать, мои дорогие. Хорошо, а что же произойдет еще в ближайшее время, если нас что-то удерживало? Вот смотрите, если вы могли куда-то собираться, да, как вот карта «Мир», то, скорее всего, вам придется перестроить свои планы, потому что вы можете... Кстати, для вас это будет даже более надежно. Никуда, может быть, не торопиться, не ехать, не подвергать себя риску. Максимальное свое какое-то благополучное еще пространство. Что я имею в виду? Это где все у вас под контролем. По аркану дом – это вы можете быть, как и дома у себя. Для кого-то эта карта может говорить о работе на дому, работе, может быть, посредством интернета, потому что у нас вверху аркан мир, и имеется в виду пространство, есть вселенная, эфир, интернет. Если это будет касаться рабочих моментов, вы можете идти в поисках, допустим, или уже где-то сейчас находитесь, вы ищете вторичный доход, потому что вам нужно выйти из какой-то либо патовой ситуации, или вам нужно освободиться от вот этих уз. И часто нас удерживает именно материализм, мы с вами об этом говорили. И деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Так вот, вы просто переключитесь на заработки. Или каким образом, может быть, добавив себе знаний, я могу обеспечить вот эту финансовую стабильность. Но для кого-то это будет еще и означать, карта праздника, радость. Правда, тут, если вы переключаетесь на что-то новое, или по части работы, ваша независимость вот на кону, понимаете? По аркану мир, спокойствие в вашей душе будет именно тогда, когда вы будете не чувствовать себя словно узником и пленником. Когда это вам кто-то будет давать услугу. Это вам нужно всю историю перевернуть на 180 градусов, и чтобы в вашей жизни был праздник. А я здесь вижу, что здесь будет к этому все-таки, мои дорогие, какая-то возможность. Но помните, что здесь как подсказки какие-то могут приходить к вам. Давайте вот так. Потому что первый аркан – это у нас баланс. И здесь могут произойти еще какие-то не случайные случайности. Может быть, в виде новости или в виде предложений. Или вашего решения, когда вы собирались, правда, куда-то, либо с кем-то встречаться, но вы тут можете что-то изменить. Хорошо. Что произойдет неожиданно в ближайшее время? Вот это вот где-то неожиданно. У вас будет возможность выйти буквально из этого заточения. Для кого-то из вас, смотрите, отчаяние, да? Но, видимо, как у Анны Ахматовой есть слова. Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходит с ума. Вот конкретно сходит с ума. Но вот после этого отчаяния наступает покой. Вверху прекрасная карта.
Вот эти какие-то надежды или длительное ожидание, оно заканчивается. Да, вы сами словно превращаетесь в воина или сами узнаете какую-то тайну. Вы можете столкнуться, знаете, даже с такой ситуацией, если мы спросили, что произойдет неожиданно в ближайшее время. Я вам скажу, что может происходить. Это вы словно... Вот если мы возьмем вот эти две карты. Мечты где-то, да, взаимодействие, радость, уверенность, какой-то стабильный период жизни. Но, видимо, произошли какие-то перемены или события, когда вот эта стабильность, она была нарушена. И мы хотим вернуться назад, но понимаем, что уже все, как партия сыграна, назад дороги нет. И вот это постепенное понимание нас, как в виде разочарований, нам может так казаться, словно мы коснулись дна нашей жизни. И мы все время сидим, анализируем, никак не можем себя настроить на что-то новое, потому что вот груз переживаний для нас и создает вот это отчаяние, как мог поступить такой благородный человек, или каким образом меня, вроде бы те люди, которые выглядели, пусть это один будет персонаж, или это будет даже руководитель в виде организации, увы, такое тоже бывает. Как такое могло быть? Как вот была где та грань, которую я не успел или не успела уловить? И вот погружаясь-то вот как раз в этот омут мыслей, мы испытываем отчаяние. И вдруг, мои дорогие, как неожиданная новость, у вас будет либо какой-то человек, либо сообщение, которое вас выбьет из колеи. И это для вас будет благо. Знаете почему? Потому что вам придется всплывать с этого дна. Вы могли находиться во власти собственных мыслей, переживаний, но тут какая-то реальная вещь или реальное событие, реальный человек. Может быть, это вообще что-то не касающееся, не связанное с тем, о чем вы думали, что вы анализировали, иными словами. Вас настолько перестраивает в другом направлении или заставляет для вас сконцентрироваться, самое главное, себе сейчас не навредить. Что-то придет в вашу жизнь, ну, может быть, как и холодный душ. Но это полное выздоровление или просветление какой-то ситуации, когда вы понимаете, и вот в один момент у вас какой-то пазл может сложиться, или все становится по своим местам. И вы становитесь пусть каким-то воином, да, как вот этот солдат. И вы понимаете, что да нет, мне сейчас моя главная задача свою собственную жизнь обустроить в самом правильном, надежном каком-то ключе. И просто, может быть, решать какие-то вопросы, которые от вас потребуют посещения высоких инстанций, каких-то договоренностей вот с теми людьми, которые представляют, может быть, власть. Это тот человек, который живет по приказу. Это может быть чиновник. Что же произойдет в ближайшее время? Ну, вы знаете, какая-то гармонизация вашего внутреннего состояния. Кто-то вам будет еще продолжать, по крайней мере, пытаться петь дифирамбы или признаваться в любви. Но, вы знаете, вы научитесь правильно принимать. Если вот прежде вы все время отдавали себя самого или саму, вы больше вкладывались в какие-то отношения, в работу, вы, по сути дела, забывали о себе. А тут себя надо поставить на первое место. Вот обратите внимание, аркан возлюбленной. Но очень независимый вид у нашей девушки. Она так, между прочим, что-то там читает, да, она может быть и радостная, но она собой довольна. И если не получила этого письма, да и ладно, завтра еще несколько придут. И если не случилась какая-то история любви, это ее любит, это не она любит. А она просто где-то вдохновляется этим моментом. Вы перестраиваете себя самого или себя саму, и вам это очень быстро, вот такой правильный взгляд на мир и на вещи. Сюрприз. Помогает решить какую-то финансовую проблему или вопрос. А следом, значит, будут решаться еще и те все остальные вопросы. Меняется ваша, знаете, вот
Пусть вы раньше отношения или какие-то договоренности были, видели, по крайней мере, с позиции, чем обязаны вы, или чем вы будете вкладываться. Может быть, вам и искренне хотелось что-то сделать доброе, хорошее. Вот здесь вы перевернете эту парадигму и скажете: так, дай-ка я разберусь, какие мне будут за это бонусы. Вы становитесь реалистом. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие? Знаки судьбы. Пойдем дальше. Как изменится вот от такой метаморфозы. Правда, может быть, и где-то и в этих картах нам тоже говорят. Вот это туз жезлов, я говорила, как возможность, информация, новость какая-то, которая делит жизнь на до и после. Я допускаю, что у кого-то это просто ваше решение, такое, знаете, с точкой, когда прежняя история вам просто надоела, и вам хочется освободиться. У кого-то проиграется и так. Ну, теперь мы спросим, как изменится ваша жизнь. Как изменится ваша личная жизнь. Может быть, у кого-то это и вопросы любви, а у кого-то бизнес, достижения, ваше творчество. О, тут все очень хорошо меняется. Это вы все контролируете. Карта того персонажа, который, или той персоны, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Это карта реалиста, карта практика. И если мы говорим о взаимообмене, то да, королева Пентакли надеется сама на себя. Не на призрачную дачу, не на обещания, не на красивые слова, или наоборот, на некрасивые слова. Она знает, что ей нужно. Она знает, чего она хочет добиться. Поэтому она упорядочивает свою жизнь максимально красиво, хорошо, комфортно, решает вопросы по части финансов, тоже так продумано. Но у кого-то и правда в личной жизни сам по себе порядок. Какая-то структура личной жизни та, которую вы именно хотите достичь. А для кого-то из вас это может еще карта говорить о том, что есть тот человек, который, может быть, вас готов поддержать. Но это будет тогда скорее кто-то из близких. Часто эта карта символизирует супругов. Может быть, и перевод отношений на новый уровень. Но все-таки, давайте скажем честно, это ваша практика. Это вы будете наводить порядок. И это вы будете свою жизнь делать какой-то из запутанных клубков и противоречий, отстраивая свое благополучие, может быть, даже у кого-то как с нуля. Меня смотрят люди из разных стран. Но и даже с нуля свое благополучие королева Пентаклей умеет отстроить лучше всех. Как изменится ваша жизнь? Все стабильно. И какая-то перезагрузка мечты постепенно. Они, может быть, какой-то период вот этой практики необходимой или навести порядок. Вам действительно этому придется уделить внимание. Но не волнуйтесь, уже какое-то вдохновение, какой-то новый проект, какие-то новые возможности вас словно зовут. И даже если вам в ближайшее время придется, мои дорогие, отменить какую-то поездку, пересмотреть или поехать в какое-то другое совершенно направление, вот, кстати, я такое могу предположить, то все равно это вам каким-то образом помогает разобраться с теми, ну, вы знаете, как вопросы на злобу дня, то, что первоочередной важности, чтобы не соскользнуть опять в какие-то ошибки, в чье-то вранье, может быть, лживость, да, или в чью-то чужую пафосность, как мы говорим, павлин тут нам выпадает, чтобы вас еще раз ничто не погрузило, как и в легкомыслие или не погрузило в период бесплодных ожиданий. Вот здесь эти мечты должны быть максимально словно профильтрованы, чему стоит уделять внимание, а чему нет. Но эта карта очень добрая в этой колоде, обратите внимание, ангел наблюдает за вами. Значит, вот эта перезагрузка словно по воле высших сил. Как изменится ваша жизнь? Ну вот теперь я уже не буду ничего доставать, и у вас солнце. Значит, вот этот период для чего-то вам был нужен. Вот не поставить, я так вижу, себя на второе место. Не оставить себя на потом, а чьи-то задачи, цели, интересы на первое место. И вообще, я бы сказала, не быть интересным кому-то, а быть лучше в ком-то заинтересованным, чем полезным, допустим, кому-то. Потому что настоящие взаимоотношения, они строятся на искренности. Интерес, он больше с позиции дела, работа, бизнес, когда наши партнеры могут меняться. Могут, конечно, и надолго оставаться. Но там все-таки
предполагается смена декораций, ну и где-то персонажей тоже. Поэтому там как раз эта заинтересованность, она более уместна. Ну, может быть, не складывать яйца в одну корзину, то, что касается личной жизни, или не относиться одинаково где-то, или не быть в одних энергиях, как и к вопросам работы или каких-то партнерских отношений и в личной жизни. Несколько разграничить, иными словами, навести порядок. Для вас это будет означать новые возможности, какая-то перезагрузка и дорога к солнцу. Нет ничего невозможного. Давайте мы на второй колоде, на третьей, точнее, колоде, но на второй колоде ангелов спросим карту совет. Что нам подскажут карты, как поступить? Знаки судьбы пусть дадут. Знаки судьбы. Куда-то не торопиться, нам говорит карта. И здесь мы тоже с вами рассматривали, что пауза как будто она не может быстро быть преодолена. Вам она дана для того, чтобы вы что-то для себя, ну, как проанализировали. Работа над ошибками, мои дорогие, какая-то у вас должна быть проведена. Не торопитесь рубить с плеча. Дайте событиям развиться по максимуму, самим по себе. И будет у вас тут что-то проясняться. Знаки судьбы. Вы постепенно придете к выводу, что есть что-то более лучшее, чем было до этого. Правда, перезагрузка. И я говорила, если словно вы коснулись дна, или вам так кажется, что я вот сейчас вообще ничего не могу сделать, но, видимо, мы оттолкнуться от этого дна можем. И это очень важно, поверьте, потому что это уже есть какая-то твердыня или фундамент. Это мы можем думать, словно ничего не происходит. А вот время нам приходит, когда мы, словно всплывая, можем вздохнуть свободно. Знак судьбы. Вот постепенно. Здесь нет каких-то быстрых перемен. Вам нужно правильно для себя определить, во что вы верите. Или что для вас важно. Вот. Здесь нельзя согласиться просто так, по наитию или по привычке с каким-то человеком. Вы должны на первый план поставить собственные приоритеты. И карта нам говорит, если ты действительно веришь. Вот если вы действительно в себя верите, это как перезагрузка, мысль материальна, и то, что вы думаете сегодня, будет формировать ваше завтра. Вам нужно верить в самого себя. Что еще как знак? И карта нам говорит, будь решительной. То есть, видимо, сначала посмотрите, что-то вам нужно обдумать. Не торопиться, не принимать какие-то важные решения. Не торопиться — это не значит, что все поставить на паузу и оставить все как есть. Нет, тут именно все-таки нам ангел словно меч вознес над головой, потому что это как прелюдия какого-то важного решения. Тут нужно проанализировать что-то, чтобы понять, что есть что-то более лучшее, чему стоит уделять внимание. И вот по вашим решениям нужно держать какую-то свою марку, мои дорогие. Давайте достанем с вами заключительную карту, которая последний заключительный аккорд, потому что карты не дают однозначной какой-то картины. Наверное, как и мы все с вами разные, хотя, может быть, у вас уже сложилась какая-то ваша перспектива, вы уже с чем-то поняли, да, вот эти подсказки, по крайней мере, я вот нет. Поэтому мне хочется заключительным аккордом достать последнюю карту. Как будто уже все готово, мои дорогие. Ну, наверное, вот этот период для вас, он действительно имеет какую-то судьбоносность. И, скорее всего, вы можете столкнуться с какой-то подобной историей, и вы не должны попасть в просак. Будь готов, карта говорит, еще и к каким-то новшествам или к тому, что все будет меняться. Будь готов пройти какой-то путь, вот как по аркану, если мы говорим солнце, да, может быть, вот дорога этого солнца, нового направления, не отложить чего-то на потом. Или когда вы столкнетесь с неожиданными новостями, информациями, ведь это когда нам приходится себя тоже где-то и адаптировать, перестраивать, наводить, иными словами, порядок, чтобы
пройти одну какую-то ступеньку нашей судьбы, после этого идет какая-то перезагрузка и снова солнце. Вот у вас, мои дорогие, кто смотрит расклад, у вас жизнь может напоминать вот эту ступенчатость, порядок, потом вот эта перезагрузка и достижение. После этого опять какой-то итог, опять порядок, перезагрузка и достижение. Словно вы проживаете в одну земную жизнь сразу несколько. И карты говорят, может быть, поэтому несколько разрозненные такие значения, потому что одной картой не опишешь. Где-то нужно, и, безусловно, верить в себя, где-то быть решительным, правильно обдумать, привести мысли в порядок, избавиться от какой-то ментальной, может быть, чепухи, которая уже не имеет значения, и понять, что есть еще и то, от чего определенно стоит отказаться, поскольку, ну, не имеет смысла продолжать. Есть что-то более интересное, что-то более важное. Поэтому вот такая интересная у вас траектория жизни, по крайней мере, есть к чему стремиться. И у каждого ведь тут своя мечта, и она вполне осуществима. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.